Приветствую всех, друзья! Сегодня хочу поговорить об очень необычном и редком универсальном станке немецкого производства, сконструированном в 40-х годах и носящий название Пихо. Необычность станка по сути состоит из огромного количества неординарных решений конструкции. Позиционировался как станок высокой точности для ремонтных мастерских, и даже на первый взгляд можно заметить очень высокую точность подгонки деталей и собственно их качества. Станок состоит, как обычно, из массивной чугунной станины, основание которой имеет форму лотка. К станине крепится также необычной формы направляющая суппорта и задней бабки. Полукруглое сечение направляющей добавляет жесткости, так как крепится к станине только на двух опорах с двух концов. Для лучшего скольжения по направляющей основания суппорта и задней бабки оснащены медной или бронзовой вставкой. Заглянув под направляющую, мы заметим два органа управления продольной подачи, ходовой винт и зубчатую рейку. И было бы все логично, так как у станка есть автоматическая подача. Но кто мне скажет, зачем нужна рукоятка на правом торце станка, если маховик продольной подачи суппорта есть и на фартуке? Также из органов управления суппортом по бокам от маховика находится два рычага. Один отвечает за сжатие и разжатие разрезной маточной гайки, а второй фиксирует суппорт при выполнении фрезерных работ. У станка есть и малая продольная подача с довольно простым резцедержателем. На задней поверхности левой части станины можно заметить колонну с необычной формой сечений. Она необходима для выполнения подъема передней бабки при выполнении фрезерных работ. На задней поверхности колонны есть прямоугольный вырез, в котором проходит ремень основной передачи крутящего момента от двигателя. На передней поверхности колонны находится винт, с помощью которого и осуществляется подъем. Для контроля уровня подъема на колонне выгравирована шкала, а для фиксации в выбранном положении есть и рычаг на правом торце передней бабки. Передняя бабка станка находится в одном корпусе с коробкой подачи и имеет довольно сложную конструкцию. Внутри передняя бабка разделена на три отсека. В среднем находится шкив основной передачи. Слева находится муфта включения вращения шпинделя, вал которой выходит на правый торец передней бабки, где находится рычаг. Через верхнюю часть проходит винт регулировки вылета хобота вертикальной фрезерной головки. С левого торца передней бабки выходит винт с гайкой для фиксации хобота. Коробка подач, кроме основной гитары, имеет также и два трехручейных шкива для подбора скоростей вращения шпинделя. На передней поверхности передней бабки имеется рычаг подбора стороны вращения шпинделя. Вертикальная головка получает крутящий момент от своего собственного двигателя. При этом скорость также можно подобрать с помощью двухручейного шкива. Кроме этого, для выполнения более сложных фрезерных работ под определенным углом хобот можно наклонять на нужный угол до 40 градусов в обе стороны, о чем свидетельствует специальная шкала. Также при сверлении можно контролировать глубину вылета шпинделя вертикальной фрезерной головки при помощи шкалы на лимбе с правой стороны. Задняя бабка, ввиду необычной конструкции станка, имеет довольно непростую форму. Так же, как и передняя бабка, у задней есть колонна для регулировки высоты. Как и у всех движущихся частей, у колонны и у пинолей есть шкала. Ну а в завершении хочу сказать, что хоть и отсутствуют некоторые части у данного экземпляра станка, все же можно представить себе, какими функциональными особенностями обладал. Arboga UM400 имеет довольно простую конструкцию, а трансформация станка под различные задачи происходит путем добавления на чугунное основание станка необходимых функциональных модулей. Благодаря этому станок получил название модульного. Таким образом, станок может стать вертикально фрезерным, горизонтально фрезерным, шлифовальным, токарным, долбежным, продольно-строгательным. Все эти трансформации стали возможными благодаря одной отличительной особенности, а именно мобильности основного двигателя и огромного количества дополнительной оснастки.
Состоит станок из тех же элементов управления, что и большой станок. Есть маховики для подъема стола, а также для продольного и поперечного движения. Причем на всех из них присутствуют лимбы. Предметный стол имеет довольно большие непропорциональные размеры, и посередине присутствует Т-паз для дополнительной оснастки. Кроме этого, на всех движущихся частях есть градуированные шкалы, что еще раз доказывает прецизиозность станка. Все держатели колонн также оснащены рычагами для фиксации. В общем, для небольшой домашней мастерской станок подходит как нельзя лучше. Сегодня поговорим об интересном швейцарском комбинированном токарном станке фирмы Валли. Станок позиционируется как хоббийный высокоточный. Был изготовлен компанией Valley Frères в Бевиларде и носит название Valley Multi 76, а затем, после появления модернизированной версии, Valley Multi 78. Станки поставлялись довольно массивным металлическим столом, одна ножка которого выполняла роль тумбы с отсеками для хранения различной оснастки. Универсальность станка достигалась за счет оригинальной конструкции подъема передней шпиндельной бабки, что позволяло осуществить такие работы, как горизонтальные фрезерные и сверление. Для управления вертикальным смещением передней бабки на верхней концевой пластине находился маховик с довольно точным лимбом. Собственно, визуально станок мало отличался от конструкции классического токарного станка, за исключением наличия вертикальной колонны в левой задней части станочка с плоскими направляющими для салазок передней бабки. Направляющие суппорта токарной части станка тоже плоские. Опорные элементы выполнены из чугуна. Задняя бабка имеет довольно внушительные размеры и перемещается по одной направляющей, тогда как основная масса суппорта осуществляет движение по другой. Это дает ряд преимуществ, начиная от увеличения срока службы и вплоть до возможности максимального приближения бабки к патрону шпинделя передней бабки станка. Маховик продольного перемещения суппорта находился в торце станины станка, что неудивительно, так как общие габариты довольно скромные. К тому же у станка было огромное количество оснастки, в том числе и малая продольная подача, так что проблемы с удобством работы за станком не возникали. Кстати, о дополнительной оснастке. Как в большинстве случаев и бывает, максимальная функциональность достигается именно благодаря нее.
На передней поверхности передней бабки, кроме тумблера для переключения направления вращения шпинделя, находится шильдик с инструкцией перебора шестеренок к гитаре и коробки подач для получения нужной резьбы. Более модернизированная версия, собственно Multi 78, имела ряд преимуществ, одна из которых состоит в наличии вариатора типа Reeves, что существенно облегчает перебор скоростей, например, при точении резьбы. Для управления вариатором на боковой поверхности корпуса вертикальной колонны находится небольшой маховик с цифрами на лимбе, обозначающие скорость вращения шпинделя. К несущественным изменениям можно отнести изменение места расположения тумблера направления вращения шпинделя. В общем, вот такой станочек. Спасибо всем за внимание.